Всем привет, с вами Смодей, а это вторая часть на сервере Auno Sky на проекте nextmine.fun. Если хочешь поиграть со мной, переходи по ссылке в описании, либо в закрепленном комментарии. Давайте немного экскурс по предыдущей серии, что мы сделали. Ну, во-первых, выполнили несколько квестов, во-вторых, сделали сито, сделали тигели, которые будут нам производить из булоги лаву. А также я купил в конце, кто смотрел видос до конца, у игрока за 1 фан печку. Ну, мне сначала он сделал обычную железную печь, потом дал обычную печь, чтобы выполнить квест. Какой из квестов, что-то я уже не помню, какой-то вроде вот из тигель. Надо было переплавить именно в печке его. А мне он дал сначала железную печь, но квест не выполнился. Думаю, в первую серию мало кто посмотрел, потому что она 40 минут была и так себе. Думаю, попробую сейчас в этой серии максимально уложиться в 10-15 минут, чтобы было много информативнее, гораздо больше контента и меньше болтовни и воды. Постараюсь, но не знаю, как получится. Ну что ж, давайте приступим выполнять дальше квесты. Дальше у нас квест после тики идет генератор булыжника. 4 алмаза мне дадут разрушитель блоков. И так как я добываю лаву, эту лаву я разолью, поставлю этот разрушитель блоков, он мне будет сам автоматически добывать. Кстати, очень хорошо, это очень много экономит времени. Но у меня алмазы есть, кстати, из-за того, что мы в раз ресурсы добывали, выбирали квесты. Так, разрушитель блоков. Выполнили, получаем. И надо добыть всего по стаку. Ого. Лазари, тульс, капец. Кейс с оружием дадут и 8 кейс с ресурсами. Так, давайте этот положим сюда. Так как у меня маленький остров, предлагаю вам его немного расширить. Ну и расширю это за кадром, потому что зачем показывать это хронометраже. Так, вроде остров все расширил, молясь, там на несколько блоков, ширину 3-4 где-то блока. Сделал генератор булыги. Осталось только долить лавы и поставить этот ломатель блоков, который разрушитель точнее. Я хотел вообще поставить лаву сюда, но вспомнил, что дуб вроде горит. Поставил сюда на землю. 4 блока земли потерял, но не думаю, ничего страшного. Так, а его, наверное, думаю, лучше поставить... наверное, как-то вот так вот, скорее всего. Его активировать вроде надо. Надо сундук, походу, еще сделать. Тигель я решил тоже немного переставить подальше, чтобы не мешало моему острову. Сделал такой вот маленький уступчик для лавы, когда я ее разолью, чтобы не расплавилось, не сгорели мои эти дубовые плиты. Ай, куда пошел? Вот уже уходит. Надо чуть больше нарастить борта. Поставим тигель сразу, наверное, сюда. И лаву разольем под ними как раз. И будет лава производиться гораздо быстрее. Извиняюсь за тавтологию, но, блин, у меня кирка одна. А там, блин, чуть поднять надо. Ладно, сейчас еще по железу сделаю. Железную кирку и вернусь. Такое у меня безумие получилось. Но думаю, сейчас украсим немного. И будет нормально. Но я потом все равно это все поменяю. Сделаю более-менее красиво, чтобы выглядело. А тут, правда, какая-то страшная фигня выглядит. Ну, ничего страшного. Зато будет потом лава будет производиться. Я немного потом поменяю, молясь, и все. И будет красиво. Так вот, теперь лава производится в x2, а когда были факелы, x1 производилось. Сейчас поставлю всю булыгу закину, которая есть, пускай потихоньку лаву производит. Пока что я не могу использовать воронку, потому что воронка, наверное, тяжело делается. Да, из стали, железного сундука, железный сундук вот так. Короче, придется пока ручками поработать. И давайте теперь разводить булыгу. Я думаю, сейчас сюда поставили, будет обсидиан. Надо чуть дальше туда проделать. Во! Получилось, генератор булыжника сделан. Теперь надо его немного накрыть, чтобы... если не попасть в него. И теперь нам, как говорили в квесте, надо поставить рядом рычаг. Рычаг не проблема сделать. И я думаю, надо сейчас сделать заранее еще сундук. Дорого, конечно, но что поделать. Прям на него поставим. О! Пошла жара. Кстати, очень удобно, потому что, насколько я играл на скайблоках, постоянно надо было вручную. А тут прям автоматический разрушитель блоков. Просто сам будет добывать в ФК, я потом молотками их долбить, и что сразу молотком нельзя его поставить, молоток сюда.
и все. И он бы молотком сразу на крабе разбивал и так далее. Ладно, давайте посмотрим, что там у меня дальше. Надо добавить много чего. Рут. Песок душ, тоже нужна древние споры. Ее надо просеять при помощи песка. Песок, кстати, у меня вроде есть. И инструменты. Стол для вырезки. Возможно, давайте Тинтерсоном займемся. Он более-менее легкий, так что сразу добавим в крафт. Вот 32 пустые схемы надо. Это дорого и очень долго. Давайте, когда у меня будет все готово, я вернусь. За кадром я еще убивал песок, понадобилось около примерно 40 блоков, чтобы выбить древние споры. Эти древние споры нужны для выполнения квеста на песок душ. Для этого нам надо поставить землю, на них древние споры. И потом на него дубовую дочь. А на эти древние споры, точнее мицелий получается, когда мы поставим... Когда мы тыкнули древними спорами по земле, получился мицелий. И ставим на этот мицелий дубовую... И ставим на эту мицелий дубовую бочку. Чтобы потом... Для того, чтобы вода... После того, как мы тыкнули это древними спорами по земле, получился мицелий. На этот мицелий ставим дубовую бочку, а в эту бочку наливаем воду. Эта вода будет трансформироваться в какую-то там воду, уже не помню. И потом надо добыть песка, чтобы делать это как раз песок душ. Я как раз этим занимался, но, к сожалению, я потратил весь песок на добывание древних спор. Сейчас будем добывать песок из булыги, а там дали гравий и так далее. Какое-то время получилась ведьмина вода. Тыкаем правой кнопкой мыши песком по этой бочке, получаем песок душ. И так по новой берем воду, наливаем, ждем. И так по кругу все 16 блоков. Вернусь, когда все делаю. Один блок, песка душ готов. Квест выполнил. Что же брать? Бесконечности или кейс ресурсов? В бесконечности может выпасть все разное. Тут могут быть просто ресурсы выпасть. Вот эти, которые есть в списке. Ох, я даже не знаю. Давайте в бесконечности попробуем. Я не такой уж и везучий, дом мне выпадет ничего. Ковер. Ништяк. Какой-то фреймкип. Storage драйвер. Да, весело. Ковер. А что только от ковра? Ну, ускоряет бег. От кейсов... Ой, блин, кристалл. Я ожидал куда лучше, чем на самом деле он звучит. Ну ладно, квест выполнили. Давайте посмотрим, что у нас там дальше открылось. Адский камень. А тут надо каменную бочку сделать и лаву туда положить, и потом вроде булыжник. Красную пыль. Получаем адский камень. Ну, в принципе, это легко. Камень пережарить надо. И, ну, ничего страшного, думаю, нет. Надо просто переплавить камешек. У меня есть там булыга, там. Булыга-то есть, все есть, просто пережарить надо. Но у меня нету этого, как вам сказать, чем топить его. Дубом. Сам себя дуб. Ну и также у меня квест выполняется дальше на первый инструмент. Просто очень много дерева там надо. 32 штуки надо. А палки делаются 2 к 1, то есть 2 доски к одной палке. Это очень долго. Пока что АФКшу. Дерева вроде растут, но очень мало. Мне как-то удвоить эти палки я не могу, чтобы они как раньше в ванильном Майнкрафте делали. Приходится так АФКжить, у меня и закончился это удобрение. Приходится ждать. Вернусь, когда сделаю, наверное, квест на адский камень. Когда уже будет тоже почти готов. Ну вот и все, наконец-то последний адский камень. Есть, квест выполнен. Получаем 4 кейса с ресурсами. Дальше у нас квест на эндерняк. Ого. Вот это я впервые делаю. Я не помню, что в каких-то сборках на своих блоках эндерняк добывали вот так. Интересно, но у меня это... Цветопыли у меня нету, к сожалению. Так что... 16 даже, 16 цветопыли даже нету. Давайте попробуем, откроем кейс с ресурсами, что у нас выпадет. Я -то сначала так сделал, чтобы наглядно было видно. Так, оловянная, ламиумый, дракониум слиток, ни хрена себе. И стак лазурита. Ну, в принципе, ништяк. А так у меня дальше что идет? Квесты. Это осталось выполнять немножко по 100 схемы.
Почему-то кремниевый обух кирки. Зачем кремний, если у меня есть булыжник? Я от этого не понимаю. Ну и получается добыть... лазурит есть, уголь остался добыть. Светопыль, красная пыль есть. Но остальные разбитые руды разные разбитые. Это из гравия надо высевать. Ну что ж, ждем. АФКшить очень долго. Так, тут уже все. Надо вырубать. Все, хара, хватит. Не ломай. Что ж, очень долгая АФКшка. Вернусь, когда будет почти готово. Ребята, тут такая фигня, короче, написали в чате, что возможно через неделю вайп. Очень фигово. Так что последний квест, я думаю, вот этот выполню, но за кадром без озвучки. И думаю, будем ждать вайпа. Потому что я без толку дальше записывать летсплеи. Так что, если кто будет смотреть видос до этого момента, возвращаемся через неделю с новыми силами, попробуем дальше выживать после вайпа. Так что ссылка в закрепленном комментарии и в описании на этот сервер. Залетайте, будем вместе играть. Так что всем спасибо, кто смотрит. Спасибо, что набрали в предыдущем видосе 300 с чем-то просмотров. Спасибо, кто подписывается, кто смотрит, ставит лайки, пишет комментарии. Увидимся, думаю, уже после вайпа. Так что еще раз всем спасибо. Всем пока.